Сегодня мы разберем 20 самых убедительных случаев наблюдения НЛО, когда-либо зафиксированных на камеру. Манчестерская сфера. Пилот в аэропорту Манчестера готовился к вылету, когда заметил нечто, парящее рядом со взлетно-посадочной полосой. Небольшая серебристая металлическая сфера, размером примерно с малолитражный автомобиль, бесшумно висела прямо над землей. Когда служба безопасности аэропорта направилась к ней, она взмыла вверх с такой скоростью, что видео казалось смонтированным. Эксперты, изучившие запись, заявили, что одно только это ускорение было бы физически невозможно для любого известного самолета или беспилотника. И той же ночью она вернулась. Эта же сфера, или что-то абсолютно идентичное ей, снова попала в объектив над той же взлетной полосой. Что бы она ни искала, похоже, она это нашла, потому что в конце концов она медленно опустилась, а затем просто исчезла. Как вы думаете, использовала ли серебристая сфера в аэропорту Манчестера технологии, превосходящие все, что известно общественности? Поделитесь своим мнением. Облачные странники. Следующий ролик был снят пассажиром авиалайнера где-то в открытом небе. На кадрах видны гуманоидные фигуры, идущие по вершинам облаков. Они двигались так, будто воздух под их ногами был твердой землей. Их движения не были плавными или грациозными. Они были прерывистыми, механическими и казались огромными по масштабу по сравнению с летящим ниже самолетом. Некоторые зрители сразу назвали это мистификацией. Другие указали на так называемый проект «Голубой луч» Project Blue Beam, теорию, согласно которой правительства тайно разрабатывают технологии голографической проекции, способные создавать масштабные визуальные иллюзии в небе. Никто так и не предложил убедительного объяснения того, что на самом деле было запечатлено на этой записи. Синий спуск. В Калифорнии массивный объект в форме капсулы бесшумно парит над городом недалеко от аэропорта. Объект был синеватым, почти металлическим, и, неподвижно вися в воздухе, выбрасывал клубы чего-то похожего на пар. Затем из-под него начали появляться светящиеся сферы. Они не падали и не хаотично дрейфовали, а двигались направленно и целеустремленно, словно их координированно выпускали. Очевидцы на земле запаниковали. Кто-то подумал, что объект собирается открыть огонь. Другие решили, что он выпускает аппараты поменьше. В конце концов, объект вышел из кадра, и ни одна официальная радарная система его не зафиксировала. Ни одно правительственное ведомство не признало его своим. Ни одна авиакомпания о нем не сообщала. Он просто был там, а потом исчез. Как вы считаете, выпускал ли капсулообразный объект возле калифорнийского аэропорта светящиеся сферы намеренно для какой-то конкретной миссии? Давайте обсудим это в комментариях. Горящие следы. Пассажир коммерческого рейса над Россией снял следующий ролик со своего места у иллюминатора. То, что попало в кадр, выглядело как горящие обломки, несущиеся по небу с невероятной скоростью. Но обломки так не двигаются. Они кувыркаются и подчиняются силе тяжести. Эти следы двигались с поразительной точностью. Они маневрировали сквозь облачность, слегка меняли направление, а затем полностью исчезали. Дискуссия в сети почти сразу разделилась на два лагеря. Одна сторона утверждала, что это был метеоритный дождь, природное явление, которому есть простое объяснение. Другая сторона указывала на контролируемый характер движения и утверждала, что ничто природное не перемещается настолько осмысленно. Кадры не были похожи ни на один зарегистрированный метеоритный дождь. Это выглядело как нечто, точно знающее, куда направляется. Ночное небо над Мексикой. Кому-то в Мексике удалось заснять в высоком разрешении один из самых четких роликов с НЛО за последние годы. Объект движется плавно и стабильно, с мягким мерцанием огней по бокам, которое не соответствует ни одной стандартной схеме освещения воздушных судов. Вы четко видите его форму. Изгибы. То, как он перемещается в воздухе, без каких-либо видимых средств тяги. Он скользит так, словно привычные законы аэродинамики на него просто не распространяются. Скептикам пришлось нелегко с этим видео, ведь качество съемки лишает их привычных оправданий. Это не размытое пятно вдали. Это четкий структурированный объект, уверенно движущийся по ночному небу. Как вы думаете, доказывают ли эти четкие кадры НЛО из Мексики существование чего-то, что невозможно объяснить современными авиационными технологиями? Пишите в комментариях ниже. Бесшумный планер в Лос-Анджелесе. В небе над Лос-Анджелесом появилось нечто, чему никто не мог найти объяснение. Объект двигался ровно и размеренно. Никаких проблесковых маячков, никакого сноса, который указывал бы на влияние ветра. Один из очевидцев, снимавших видео, озвучил то, о чем думали все зрители. Это было страшно. Когда камера приблизила изображение, аппарат идеально удерживал свою позицию, словно знал, что за ним наблюдают, и не видел причин скрываться.
Ни крыльев, ни звука, и это точно был не воздушный шар. Воздушный змей в Санта-Монике. Во время хаоса, вызванного пожарами в Лос-Анджелесе, в бесполетной зоне над Санта-Моникой появилось нечто необычное. На первый взгляд это было похоже на воздушного змея, но чем дольше смотришь, тем меньше это напоминает любого змея, которого вы когда-либо видели. Объект оставался абсолютно неподвижным, чего воздушные змеи делать просто не умеют. Он парил с такой стабильностью, которая требует либо очень сложного аппарата, либо чего-то, чему мы еще не придумали название. Закрытое воздушное пространство, зона чрезвычайной ситуации внизу и нечто бесшумно парящее над всем этим и наблюдающее. Обсидиановый дрейф. Парковка — не совсем то место, где ожидаешь столкнуться с чем-то из другого мира, но объект на видео был массивным, похожим на скалу и совершенно неуместным в этой обстановке. Он бесшумно скользил между припаркованными машинами, двигаясь медленно и целеустремленно, отчего вся сцена казалась сюрреалистичной. Поверхность объекта была обсидианово-черной, гладкой и отполированной, а по ней, в ритме похожем на дыхание, пульсировали слабые синие огни. Он выглядел как гладкий темный метеор, который каким-то образом научился маневрировать. Ученые, изучившие эти кадры, назвали это невозможным. Некоторые исследователи в сети связали его с ранее задокументированным объектом под названием «Трехглазый атлант», который, по сообщениям, демонстрировал подобное поведение в другом инциденте. Возникло предположение, что то, что изначально принимали за космический обломок, пролетающий через нашу атмосферу, на самом деле все это время могло быть управляемым аппаратом. Что вы думаете об этом объекте? Поделитесь своими мыслями. Небесный зонд. Самолет, летевший над Германией, зафиксировал объект в форме капсулы, пронесшийся мимо его крыла на нереальной скорости. Некоторые аналитики предположили, что это мог быть антигравитационный аппарат, концепция, которая десятилетиями обсуждается в передовой физике, но никогда не подтверждалась ни в одной официальной военной или гражданской программе. Что сделало этот ролик особенно тревожным, так это теория, которая последовала за ним в сети. Если подобный объект движется так быстро на такой высоте, он явно занимается не осмотром достопримечательностей. У него есть конкретная миссия. Некоторые исследователи назвали его разведывательным зондом, аппаратом, который отправляет впереди чего-то более крупного для картографирования местности, замера сигналов или оценки населения. Правомерна ли такая интерпретация или нет, но сами кадры трудно игнорировать. Небесное восхождение. Один из пешеходов снял на свой телефон фигуру явно гуманоидной формы. Она неестественно висела возле верхних этажей высотного здания, прежде чем начать подъем, слегка светясь и двигаясь с такой плавностью, которую ни один каскадерский трюк на тросах или подвес к беспилотнику не смогли бы убедительно воспроизвести в таком масштабе. Кто-то поверил, что это было внеземное существо. Другие были убеждены, что наблюдают за похищением человека в реальном времени, за тем, как кого-то против воли тянет вверх к чему-то, что ждет за облаками. Скептики утверждали, что это передовые технологии беспилотников, тестируемые в общественном месте без соответствующего разрешения. Видео резко оборвалось как раз в тот момент, когда фигура скрылась в облаках, оставив финал открытым, а происхождение объекта совершенно неизвестным. Двойные тени. В международном аэропорту Лос-Анджелеса в воздухе находился самолет и два объекта, которых там категорически не должно было быть. Один справа, парящий совсем близко, другой слева, держащийся на большем расстоянии. Затем объект справа отлетел в сторону и скрылся в облаках. Тот, что был слева, начал приближаться, корректируя свое положение до тех пор, пока идеально не выровнялся с самолетом, в точности повторяя его скорость. Как будто он намертво зафиксировался на воздушном судне с точностью, которую невозможно списать на простое совпадение. Некоторые полагали, что объекты пытались перехватить самолет или проникнуть на борт. Другие предполагали, что НАЯ, неопознанные аномальные явления, использовали лайнер как своего рода мобильную заправочную станцию, вытягивая энергию из его систем или электромагнитного поля. Самолет приземлился без происшествий, и никакого официального заявления о том, чем были эти два объекта, так и не последовало. Как вы думаете, объекты возле самолета в аэропорту Лос-Анджелеса намеренно преследовали воздушное судно, или это было случайное совпадение? Поделитесь своим мнением и не забудьте посмотреть другой интересный контент в правом верхнем углу экрана. Съемка с беспилотника в Бивере, штат Юта. Пилот дрона в Бивере, штат Юта, снимал пейзажи.
Когда он пересмотрел видео, то заметил белый объект, который проносится через кадр с такой запредельной скоростью, что его форма на видео буквально искажается. Исходя из известного пройденного расстояния и времени, прошедшего в кадре, объект двигался со скоростью около 5,5 км в секунду. Для сравнения, самый быстрый самолет, когда-либо официально зарегистрированный военными США, в идеальных условиях развивает скорость примерно 8 км в секунду, и этот аппарат вряд ли появился бы над сельской местностью Юты без какого-либо предупреждения. То, что дрон зафиксировал в тот день, двигалось со скоростью, которая выводит этот объект далеко за рамки всего, о чьем существовании нам заявляют официально. На видео не было ни монтажа, ни сбоев, ни объяснений. Высоко над Лос-Анджелесом, снова над Лос-Анджелесом. Но на этот раз объект находится не рядом с аэропортом, он висит примерно в 1 километре над городом при полном дневном свете и по форме напоминает человека. Гуманоидная фигура, стоящая вертикально в небе, удерживала свое положение с такой устойчивостью, какую не смог бы обеспечить ни один воздушный шар или парашют. Пропорции фигуры были безошибочно человеческими, но поведение совсем иным. Человек не может парить на высоте 1 километра без специального снаряжения, и ни одно оборудование, доступное сейчас широкой публике, не способно обеспечить такое стабильное вертикальное парение без использования видимых двигателей. Аналитики, изучавшие кадры, исключили версию с воздушными шарами из-за жесткости формы и контролируемого характера движения. Они также исключили дроны из-за отсутствия видимых роторов или элементов конструкции. В итоге они столкнулись с гуманоидным объектом, перемещающимся в небе над одним из самых густонаселенных городов мира средь бела дня без какого-либо официального признания со стороны властей. Гость голубых ангелов. Во время тренировочного полета пилотажной группы «Голубые ангелы» Blue Angels кто-то в толпе направил камеру на объект, который явно не входил в программу авиашоу. Над отелем Fairmont неподвижно замер черный объект. В то время как голубые ангелы с ревом проносились в воздухе со скоростью в сотни километров в час прямо под ним, этот объект оставался на месте. Он парил, сохраняя положение с пугающим спокойствием, словно прибыл туда, чтобы понаблюдать за шоу, а не участвовать в нем. Когда очевидец приблизил зум, форма стала четче, но объяснить ее проще не стало. Это было что-то среднее между треугольником и диском, прочное и структурированное, без каких-либо видимых средств удержания в воздухе. На мероприятии, призванном продемонстрировать вершину человеческих авиационных технологий, сверху наблюдало нечто, не принадлежащее ни к одной программе, которую кто-либо решился бы назвать. Мэрия Турвейста, Румыния. На этом видео, снятом неподалеку от мэрии Турвейста в Румынии, запечатлен аппарат в форме тарелки, расположившийся на поляне, словно он приземлился и чего-то ждет. И тут появляется фигура. Гуманоидная по форме, она направляется к аппарату уверенным, целенаправленным шагом, который указывает на то, что она точно знает, куда идет и что делает. Четкость видео — вот что отличает этот ролик от множества других в архивах НЛО. Это четко различимый аппарат на Земле и приближающаяся к нему фигура при дневном свете, снятые на устройство, которое миллионы людей каждый день носят в кармане. Исследователи долго спорили о подлинности записи, но никто так и не представил убедительного технического анализа того, как именно она могла быть сфальсифицирована. Выверенное время, гуманоидная форма, идеальный, ничем не закрытый вид тарелки и осознанные движения фигуры складываются в картину, которую действительно трудно опровергнуть. Является ли это реальным доказательством посадки? Что думаете вы? Давайте обсудим в комментариях. Видеозапись мэра из Нью-Джерси. 28 января 2025 года мэр одного из городов Нью-Джерси поделился видеозаписью, сделанной средь бела дня, на которой запечатлена светящаяся сфера, парящая в небе над регионом. Сначала объект выглядел как яркий ровный огонек, без каких-либо хаотичных движений, которые часто списывают на дроны или метеозонды в ветреную погоду. Затем сфера изменилась. Когда видео приблизили, форма трансформировалась, приняв вид структурированного аппарата, который в общих чертах напоминал самолет, но вел себя совершенно иначе. Его форма не была похожа ни на что из стандартного реестра известных воздушных судов.
а поведение — спокойное парение при дневном свете над населенным пунктом без всякого видимого беспокойства из-за наблюдения указывало либо на необычайную уверенность, либо на полное безразличие к человеческому вниманию. Мэр не дал никаких объяснений. Кадры были обнародованы, а вопросы остались открытыми. Странный момент на борту самолета. Пассажир обычного рейса снимал вид из иллюминатора, как это делают миллионы людей каждый день, когда за стеклом появилось нечто, чего там быть никак не должно. Объект был неопознанным, структурированным и двигался рядом с самолетом на крейсерской высоте, после чего ушел в сторону облаков и полностью исчез. Что это была за странная фигура? Этим вопросом задавались все, кто смотрел ролик, но ответ так и не был найден. Что-то находилось снаружи самолета на высоте, где ни один биологический организм не выжил бы без защиты. Двигалось с явной целью, а затем растворилось в облаках. Самые простые объяснения проверялись и отбрасывались одно за другим. В итоге остался вопрос, который до сих пор открыт. Летающая корова. В следующем ролике запечатлено то, что кажется коровой, зависшей в воздухе и поднимающейся вверх, словно ее притягивает невидимая магнитная сила сверху. Когда камера отдаляет изображение и меняет угол, за облаками над животным становится заметно нечто еще. Аппарат. Дискообразной формы, частично скрытый облаками, расположенный прямо над поднимающейся коровой так, что связь между ними невозможно игнорировать. Эта тема уже десятилетиями фигурирует в уфологических историях. Идея о том, что крупные животные время от времени похищаются, исследуются и иногда возвращаются назад, а иногда нет, аппаратами, действующими за пределами наших возможностей обнаружения. Случаи калечения скота документировались правоохранительными органами по всему американскому Среднему Западу на протяжении более 50 лет. При этом ни одно убедительное традиционное объяснение так и не было подтверждено официально. Этот ролик не раскрывает тайну, но он добавляет к ней визуальное измерение, от которого трудно отвести взгляд. Странные огни на Окинаве. Житель Окинавы, Япония, стоял вечером на своей террасе, когда заметил в небе огонек, который вел себя совсем не так, как любой знакомый ему источник света. Свет мигал с определенной периодичностью, словно пытаясь выйти на связь, будто он что-то транслировал, а не просто существовал. Мигание было слишком структурированным, чтобы оказаться природным атмосферным явлением. Огонек не перемещался по небу как спутник и не дрейфовал как метеозонд. Он просто оставался на одном месте и продолжал ритмично мигать на протяжении всего видео. О каких-либо воздушных судах в этом районе в то время не сообщалось. Никаких официальных объяснений так и не последовало. Коста-Рика, 2007 год. Этот ролик был снят в Коста-Рике в 2007 году на раскладушку Motorola, а это значит, что разрешение здесь низкое, а стабилизация полностью отсутствует. Но вот в чем особенность этих кадров. Даже при всех технических ограничениях на них виден аппарат, плавно перемещающийся по небу. Это старая съемка из более простых времен, когда контент об НЛО еще не стал отдельным жанром, а люди не знали, что именно подделывать и как делать это убедительно. Этот ролик опередил современную волну раскрытия информации о НАЯ более чем на 10 лет. Он был снят человеком, который просто оказался в нужном месте, в нужное время, с устройством, которое случайно вело запись. И то, что попало в кадр, выдерживает любые проверки уже почти 20 лет. Итак, вы увидели 20 самых убедительных случаев наблюдения НЛО, когда-либо зафиксированных на камеру. У некоторых из них есть традиционные объяснения, которые просто пока не найдены. У некоторых нет. Честный ответ заключается в том, что никто точно не знает, чем являются все эти объекты, откуда они берутся и чего хотят. И жить с этой неопределенностью довольно неуютно. Из всего, что вы только что увидели, какое наблюдение кажется вам наиболее достоверным и почему? Напишите номер и свои аргументы. И если вам понравилось сегодняшнее видео, не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить наши следующие путешествия. Спасибо за просмотр и до встречи в новом видео.